26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС во время эксперимента произошел неконтролируемый разгон реактора и последующий взрыв. Доэкспериментировались, как говорится. В результате разрушился реакторный корпус, возник пожар в графитовом замедлителе, и в атмосферу попали огромное количество радиоактивных веществ. Выпавшие осадки загрязнили приблизительно 150 тысяч квадратных километров территории Восточной Европы, включая значительные площади Украины, Белоруссии и России. В результате примерно 30 километров вокруг станции была создана запретная зона отчуждения. Испытывавшая огромную радиационную нагрузку дикая природа проглотила примерно 20-кратную дозу хиросимской бомбардировки. Впоследствии зона отчуждения постепенно расширялась из-за распространения загрязнения, а огромные концентрации радионуклидов оставались в почвах и впитывались в животных и растения десятилетиями. Но что действительно стало с дикой природой, особенно в первые месяцы после аварии? Практически все деревья в пределах нескольких километров от реактора погибли от облучения, особенно знаменитый рыжий лес, площадью около 10 квадратных километров, приобрел красноватый оттенок, а затем вымер впоследствии поглощения сверхвысоких доз радиации. Почвы, вода и растения в этой области оказались насыщены радионуклидами, что блокировало прорастание семян и вегетативный рост. Почки не распускались, первые побеги гибли, а редкие листья увядали прямо на глазах. Животные выли от боли и страданий. Специалисты говорят, что резкой массовой гибели крупных млекопитающих сразу после взрыва не зафиксировано. Их ждали последующие болезни и невыносимая боль в попытках выжить. А так как люди ушли оттуда, то постепенно это оказало необычный эффект. Животные, которые смогли выжить, стали наоборот стремительно размножаться. Допустим, численность диких кабанов к 1988 году на территории близ реактора увеличилась в 8 раз по сравнению с 1986 годом. Когда люди ушли, сюда стали стягиваться зайцы, лоси и косули из других земель, где люди продолжали расстреливать животных ради развлечения, называя это спортивной охотой. К началу 90-х годов ученые стали отмечать, что зона отчуждения все больше напоминает цветущие сады, а не мертвый пейзаж. Такой радиационный резерват, убежище дикой природы, где природа прячется от человека. Экосистемы окрепли, выжили и стали дышать полной грудью. А люди принялись смотреть на этот лакомый кусочек с завистью. Да как так-то? Столько еды пропадает, мясо бегает, как же хочется пострелять по ним. Тогда, в 2010-х годах, ученые решили провести исследования и поехали туда считать численность животных. Как же они были шокированы. Оказалось, что лоси, косули, благородные олени и кабаны встречаются там не меньше, чем в самых охраняемых заповедниках. А численность волков оказалась вообще гиперпродуктивной, в 7 раз превышающей плотность на территориях вокруг зоны отчуждения. То есть волки оказались умны и ушли жить подальше от людей. И, кстати, волки никого не съели. Как бы ни пугали люди вечно тем, что если волков не уничтожать, то якобы они съедят всех животных и никого не оставят в лесу. Вот Чернобыльская зона отчуждения. Всех животных здесь много. И полное равновесие экосистем. Баланс. Волков много, но они санитары дикой природы, поддерживают здоровье окружающей среды, вопреки человеческой жадности и постоянному вранью. А со стороны Беларуси
С конца 80-х годов появились даже красные олени и европейский зубр, которые раньше в этом районе не обитали. Они появились самостоятельно и прижились, и их поголовье стабильно растет. Заходить сюда стали и медведи, обживаются потихоньку. И рысь прижилась, деток растит. Всем хорошо без человека. И все потому, что пропали люди, перестали охотиться на животных, осваивать землю, рубить лес. Нет человека, и всем животным хорошо живется. И рыбам, и травоядным, и хищникам. Ученые в восторге наблюдали за цветущими садами. Цапли, журавли, орланы на болотах и по берегам рек. Повсюду тетеревы, рябчики и синицы. Тут даже дикие лошади Пржевальского появились, которых привезли в Белоруссию в 2001 году. Дальше ученые стали исследовать животных и обнаружили их поразительные особенности. В январе 2024 года на конференции Американского общества биологии было представлено научное исследование. Ученые провели анализ крови и ткани диких волков из зоны отчуждения и обнаружили, что их иммунные профили и некоторые сигнальные пути отличаются от собратьев на других территориях. Самое шокирующее — гены волков стали показывать признаки устойчивости даже к раку. Сейчас эти данные изучает весь мир, надеясь перенять у волков эту суперспособность. Аналогичные способности в разных вариациях стали выявлять у других видов животных и растений. В общем, вот что бывает, когда нет людей в дикой природе. Обливаясь слюнями от таких цветущих садов, люди решили, что непременно пришло время поделить территории и вернуться в Чернобыльскую зону отчуждения с оружием в руках. Ну как не пострелять по этим дивным животным? Ах, сколько волков, косуль, оленей и птиц разных! С 2010 года, после выхода крупных научных работ, интерес к Чернобыльской зоне превратился в коммерческую деятельность. В Беларуси официально власти разрешили организовывать экскурсионные туры в часть зоны. Туристы сразу поехали со всего мира. Из России, из США и Европы. Всем хочется посмотреть на дикий мир без человека. А после аварии на Фукусиме особый интерес появился и у японцев, которые также потянулись в Чернобыльскую зону. Но это были только цветочки. Вооруженные ягодки потянулись следом. Вокруг зоны отчуждения стал развертываться охотничий бизнес. Едут сюда и браконьеры, и официальные охотники. Пострелять животных. В СМИ стали появляться истории с рассказами об организации VIP-сафари для богачей. Причем пострелять едут по всем животным. От кабанов до могучих зубров. Точные данные не раскрываются, но говорят, что особый интерес проявляют инвесторы из США, Японии и ряда стран Европы. В 2018 году в Беларуси официально был подписан президентский указ, благодаря которому от зоны отчуждения отрезали больше 60 тысяч гектаров леса для спортивной охоты. Разрешено убивать лосей, оленей благородных, косуль, бобров, выдру. А без ограничений разрешили отстреливать всех волков, лисиц и енотовидных собак. Никаких лимитов. Сейчас чиновники в интересах крупного бизнеса и богатых клиентов готовят целые программы по убийству животных под брендом «Чернобыльского сафари». Международные туроператоры уже активно предлагают убийство животных по высоким ценам. И все полностью официально, легально, по закону. Вот такой парадокс. Не успела природа восстановиться и спокойно зажить вдали от человека в своем маленьком сокровенном убежище, как жадные людишки снова потянулись караванами, вооруженные до зубов, чтобы убивать ради развлечения и потешать свою жадность и ненависть к
ко всему живому.